Привет, друзья! Сегодня в Германии произошли важные события. В концерне Volkswagen неожиданно усложнилась ситуация вокруг подразделения грузовиков MAN. Руководство обсуждает перенос будущих проектов грузовиков в другие страны. Тем временем в Германии поднимается новая технологическая тема. Рост дата-центров на фоне бурного развития искусственного интеллекта стал настолько стремительным, что энергетические сети в отдельных землях начинают работать на грани. Остается вопрос, хватит ли мощности существующей энергосистеме. В политике Германии тоже неспокойно. Ларс Клинболь выступил с необычным заявлением о стиле руководства страны, и эти слова воспринимаются как реакция на недавние комментарии канцлера Фридриха Мерца. Кстати, а сам Мерц сегодня предложил шаг, который может изменить правила работы крупных американских IT-платформ в Германии. Обсуждается новый механизм взимания налогов, и он затрагивает практически все цифровые сервисы на немецком рынке. Кроме того, в Европе Испания объявила масштабный проект модернизации высокоскоростной железной дороги между Мадридом и Барселоной. Если планы все-таки реализуются, эта магистраль станет одной из самых быстрых в ЕС. И в торговой статистике тоже есть важная новость. Импорт промышленных товаров из Китая в Германию снова резко вырос. И новые данные показывают, какие именно отрасли оказываются под наибольшим давлением. Остается вопрос, как усиление конкуренции отразится на устойчивости немецких компаний. Про все эти новости последнего часа я расскажу буквально за несколько минут. Итак, в концерне Volkswagen возникли новые разногласия по вопросам экономии. Руководство хочет, чтобы подразделение MAN, которое производит грузовики, перенесло часть инвестиций и разработку будущих моделей из Германии в другие страны Европы. Речь идет о проектах, которые должны были развиваться на заводах в Мюнхене и Зальцгиттере. Для рабочих это важный и чувствительный сигнал. Сейчас у сотрудников есть договоренность, которая гарантирует занятость на несколько лет. Но профсоюзы опасаются, когда этот период закончится, рабочие места в Германии могут оказаться под угрозой. Руководство концерна объясняет решение необходимостью экономить и делать производство дешевле и конкурентоспособнее. Этот шаг стал частью большого плана экономии внутри Volkswagen. Концерн объявил, что будут сокращать расходы и пересматривать инвестиции. Профсоюзы считают, что меры экономии особенно затрагивают немецкие заводы, а перенос будущих проектов грузовиков за пределы страны усиливает их беспокойство. Следующая новость одна из самых важных за последние месяцы. В Германии наблюдается стремительный рост числа дата-центров, особенно из-за бума искусственного интеллекта. Но при этом уже сейчас фиксируются перегрузки в электросетях, на которые обращают внимание профильные специалисты. Старые сети не рассчитаны на такое увеличение спроса. Новые крупные центры обработки данных требуют сотни мегаватт. Это те масштабы, которые раньше были характерны для целых электростанций. При этом, напомню, Германия отказалась от атомной энергии, а уголь постепенно выводится из эксплуатации. Это повышает риск дисбаланса между спросом и предложением в энергосистеме. Меняется и структура торговли. Напомню, раньше Германия экспортировала больше электроэнергии, а теперь импортирует в больших объемах, что усложняет ситуацию на рынке. Чтобы снизить риск перегрузки, эксперты предлагают ускорить развитие инфраструктуры, модернизировать сети и расширить гибкие мощности производства энергии. Одновременно операторы центров обработки данных пытаются снижать нагрузку, они просто-напросто инвестируют в энергоэффективные решения, пытаются использовать зеленую энергию и сами ищут пути сокращения потребления. Следующая новость касается обсуждения разногласий в черно-красной коалиции канцлера Фридриха Мерца. Вице-канцлер Германии и сопредседатель Социал-демократической партии Германии СДПГ Ларс Клинболь заявил, что в политике нужны больше чувствительных мужчин. Он подчеркнул, что современный политик должен уметь слушать, понимать и проявлять человечность, а не придерживаться образа полностью сдержанного человека. По его словам, образ чрезмерно напористого стиля поведения уже не является эффективным и скорее мешает продуктивной работе. Клинболь объяснил, что не считает слабостью способность проявлять эмоции. Он рассказал, что во время одного из официальных визитов был тронут до слез и не видит в этом ничего постыдного. Политика, по его мнению, должна становиться более зрелой и человечной. Он также прокомментировал информацию о том, что канцлер Фридрих Мерц называл его слишком чувствительным. Клинболь считает, что это не критика, а попытка показать, постоянные конфликты вредят работе, а спокойный и уважительный подход принесет стране больше пользы.
Политик призывает менять стиль управления и формировать новую культуру, в которой мужчины в политике смогут открыто проявлять участие, сострадание и ответственность. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство рассматривает возможность обязать крупные американские технологические платформы платить больше налогов в Германии. Речь идет о компаниях, которые получают доходы от рекламы и цифровых услуг, однако вносит относительно небольшие суммы в немецкий бюджет. По словам Фридриха Мерца, обсуждаются несколько вариантов. Один из них – это специальный сбор доходов от рекламы, которую эти компании размещают на немецком рынке. Другой вариант – это отдельная плата за работу платформ на территории страны. Мерц подчеркнул, что решение еще не принято, но Германия не может позволить, чтобы крупнейшие корпорации пользовались инфраструктурой и аудиторией, не внося справедливого вклада. Он также заявил, что государственные закупки цифровых услуг должны в приоритетном порядке поддерживать европейских поставщиков. Мерц считает, что Европа должна укреплять собственные технологии и не зависеть от внешних зарубежных корпораций. По его словам, цифровая политика должна обновлять правила рынка так, чтобы интересы государства, общества и бизнеса учитывались сбалансированно. И это только начало. Испания намерена серьезно настроить скорость своего железнодорожного сообщения. Власти планируют модернизировать высокоскоростную линию между Мадридом и Барселоной, чтобы поезда могли развивать скорость до 350 км в час. Такая скорость сейчас встречается в основном в Китае. По словам министра транспорта Оскара Пуэнте, уже запущены планы по реконструкции железнодорожных путей и разработке нового типа поездов с улучшенной аэродинамикой, чтобы выдерживать такие высокие скорости. Если все получится, время в пути между Мадридом и Барселоной сократится до менее чем 2 часов, тогда как сейчас, напомню, поездка занимает около 2,5 часов. Сеть высокоскоростных железных дорог Испании уже одна из самых крупнейших в Европе, более 4000 километров путей. Правительство также объявило о масштабных инвестициях. До конца года планируется вложить около 70 миллиардов евро в модернизацию железнодорожной инфраструктуры, а в ближайшие 4 года дополнительно еще 60 миллиардов на развитие дорог, портов и аэропортов. Далее следуют еще более важные новости. Китай снова активно увеличивает поставки дешевых товаров на немецкий рынок. Объем импорта из стран вырос почти на 11% за последний год, несмотря на замедление экономики Китая. Основной приток приходится на автомобильную и химическую промышленность. В Германии поступают запчасти, трансмиссии, полимеры и другие промышленные товары. Эксперты считают, что Китай активно увеличивает поставки недорогих товаров на европейский рынок, чтобы укрепить свои позиции в отдельных сегментах. Для немецких компаний это создает дополнительную нагрузку, им становится сложнее конкурировать по цене, что отражается на прибыли и планировании производства. Ранее Китай сократил экспорт в Соединенные Штаты Америки из-за высоких пошлин, поэтому Европа стала приоритетным рынком для китайских компаний. Такая переориентация приводит к росту конкуренции и может изменить баланс на немецком рынке промышленных товаров. Сейчас важно, по мнению экспертов, чтобы немецкие компании повышали качество и инновационность продукции, чтобы оставаться конкурентоспособными. Только так они смогут справиться с ростом объемов недорогого импорта и сохранить позиции на рынке. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.